Февраль 2026 года наступил не с громкими заявлениями, не с официальным объявлением, не с грандиозным выступлением. Он наступил благодаря одному маленькому моменту, который чуть не был упущен. Один кусочек торта европейской ночью. И именно из-за этой простоты мир на мгновение затих, прежде чем в конце концов взорваться. Это видео не просто о торте. И не просто о дорогих нарядах. Это о том, почему каждый шаг Ким Тэ Хёна всегда вызывает глобальную реакцию, даже когда он просто идет домой, как обычный человек. Это о повторяющемся паттерне. О психологии тихого магнетизма, который заставляет людей останавливаться и оборачиваться. И о том, почему вам нужно смотреть до последней секунды, потому что в конце вы поймете, почему самые спокойные моменты всегда становятся самыми потрясающими. Так что обязательно посмотрите до конца. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, подписаться и включить уведомления. Помогите сделать это видео вирусным, чтобы мир продолжал видеть, что влияние Ким Тэ Хёна – это не просто популярность, а доброта, спокойствие и искреннее обаяние, никогда не громкое, но всегда глубоко прочувствованное. Февраль 2026 года наступил без громких заявлений. Не с официальным объявлением. Не с грандиозным выступлением. Он наступил благодаря одному маленькому моменту, который чуть не был упущен. Один кусочек торта европейской ночью. И из-за этой простоты мир снова замолчал на мгновение, прежде чем в конце концов взорваться. Февраль 2026 года стал месяцем, когда внимание всего мира снова сосредоточилось на Ким Тэ Хёне. Не из-за возвращения. Не из-за пресс-конференции. А из-за сцены, которая казалась слишком человечной для фигуры мирового уровня. Посреди холодного европейского города в сумерках, когда уличные фонари начали загораться один за другим, Тэ Хён неторопливо шел по тротуару, откусывая кусочек маленького золотистого торта. Не было никакой вечеринки. Не было чрезмерного внимания. Просто неспешный поток машин, ночной воздух и спокойные шаги мужчины, который, казалось, направлялся домой после долгого дня. Однако этот момент не остался обычным снимком. В течение нескольких часов фотография распространилась по странам. Фанаты ARMY по всему миру почти одновременно переключились на обсуждение не музыкальных проектов или расписание концертов, а на один простой вопрос, который быстро превратился в глобальный всплеск. Какой торт ел Ким Тэ Хён? Вопрос, который казался тривиальным, но возобновил давнюю дискуссию о невероятном органическом влиянии публичной фигуры, даже когда он ничего не рекламирует. Это явление не ново. Мир уже был свидетелем подобного, когда турецкий шоколад внезапно стал международной темой для разговоров просто из-за короткого момента с участием Тэ Хёна и таксиста. Без рекламы. Без сотрудничества. Продукт распространился по мировым СМИ. То же самое произошло снова, когда Тэ Хён посетил мероприятие Серлин во Франции и был замечен за дегустацией местной еды. Магазин, где продавали это блюдо, был наводнен посетителями, и владелец публично выразил благодарность за оказанное впечатление. В феврале 2026 года эта тенденция повторилась, на этот раз с более тихим, но еще более сильным оттенком. Пирог, который он откусывал, выглядел как европейская выпечка, хрустящая снаружи, мягкая внутри. Это мог быть сладкий хлеб с кремовой начинкой, ореховая выпечка или традиционный местный пирог, который обычно продают в небольших пекарнях по вечерам. Но фотография не давала никакой определенности. Не было названия магазина. Не было объяснения. И именно это отсутствие информации заинтриговало публику. В массовой психологии это известно как пробел любопытства, когда человеческий мозг вынужден продолжать искать ответы, которые намеренно не предоставляются. На последующих фотографиях Тэ Хён шел по городским ступеням под светом уличных фонарей и зимней листвы. Атмосфера казалась интимной, городской и кинематографичной, как фрагмент киносцены, случайно запечатленный на камеру. Среди поклонников этот момент сразу же связали с личными планами в Европе. Имя Португалии стало часто появляться в обсуждениях международного сообщества. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, предположения не ослабили интерес к истории.
Напротив, они добавили загадочности, которая еще дольше удерживала внимание публики. Больше всего внимания привлекло не место или небольшой предмет в его руке, а сама фигура. Его лицо выглядело чистым и симметричным. Взгляд спокойный. Движения неторопливые. Камера запечатлела естественный магнетизм, который трудно описать словами. Многие поклонники описывали, как люди вокруг него, казалось, поворачивали головы не из-за шума, а из-за его присутствия, одновременно мощного и спокойного. Аура, которая не требует внимания, но всегда его принимает. Его стиль снова стал темой для обсуждения во всем мире. Плотная куртка теплых тонов, шарф и простые аксессуары были подобраны без излишних усилий. Никаких крупных логотипов. Никакой натянутой стилизации. И все же общий образ выглядел дорого, не только из-за цены, но и из-за кроя, цветов и осанки. Многие модные обозреватели описывали этот подход как тихую роскошь, стиль, который трудно имитировать, потому что он основан на уверенности и индивидуальности. В глазах поклонников стиль Тэхёна стал самостоятельным визуальным стандартом, выделяющим его среди многих других поп-деятелей. Позже тем же вечером на другом фото были запечатлены двое мужчин, идущих бок о бок по городскому тротуару. Их шаги были синхронными, расстояние между ними почти отсутствовало. Никакого позирования. Никаких драматических усилий. Просто естественное ощущение единения. Фигура слева, мгновенно узнаваемая как мировая икона, была одета в длинное темное пальто строгого кроя. Внутренний слой с узором добавлял художественный штрих, сигнализируя о зрелом и тщательно продуманном вкусе в моде, ассоциирующемся с европейскими домами роскоши или высококлассными корейскими дизайнерами. Обычно такое пальто стоит от $2500 до $5000, в зависимости от качества шерсти или кашемира. Внутренняя подкладка с узором от дизайнера или из лимитированной коллекции оценивается $800–1500. Аксессуары, такие как шляпы и очки, обычно стоят от $300 до $900. А обувь и брюки добавляют еще от $700 до $1500. Общая оценочная стоимость всего комплекта составляет от $4300 до $8900, яркий пример роскоши, которая проявляется незаметно. Рядом с ним другой мужчина выглядел более непринужденно, в куртке нейтрального тона, капюшоне и очках. Их руки были соединены в спонтанном, искреннем и естественном жесте. Контраст в их стилях создавал сильную визуальную гармонию, два человека с разными характерами двигались в одном ритме. Судя по ночной обстановке и городской атмосфере, момент напоминал обычную поездку домой, возможно, после ужина или спокойного личного времени. Не было красной дорожки. Не было приветствий. И все же, в этой простоте смысл фотографии становился еще сильнее. Она говорила о человеческой стороне глобальной фигуры, о дружбе, доверии и личном пространстве, которое сохраняется, несмотря на жизнь под пристальным вниманием всего мира. Среди городских огней и вспышек фотокамер Ким Тэхён в очередной раз продемонстрировал знакомую закономерность. Когда он появляется как обычный человек, мир реагирует самым необычным образом. Один кусочек торта европейской ночью. Один спокойный шаг домой. И февраль 2026 года был запечатлен не как шумный месяц, а как маленький момент, слишком значимый, чтобы его игнорировать. Теперь вопрос уже не в том, что он ел, а в том, почему мир всегда замирает, когда Ким Тэхён решает идти домой, как обычный человек. И ответ на этот вопрос, как всегда, будет продолжаться в комментариях. Всем поклонникам Тэхёна по всему миру. Спасибо, что оставались и смотрели до конца на канале Taehyung Lovers Worldwide. Потому что, если вы дочитали до этого места, значит, вы тоже это почувствовали. Что февраль 2026 года – это не про торт. Не про цены на одежду. Не про вспышки фотоаппаратов. А про один волнующий вопрос. Почему мир всегда замирает на мгновение, когда Ким Тэхён решает жить своей жизнью, спокойно, по-человечески, без лишнего шума? И именно поэтому он кажется таким сильным. Теперь ваша очередь. Напишите в комментариях, что, по вашему мнению, действительно делает Ким Тэхёна таким влиятельным, даже не пытаясь этого сделать.